времени суток всем! Меня зовут Дарья, и добро пожаловать на мой канал Дарья Create. Да-да, все правильно, у меня случился небольшой ребрендинг. И теперь мой канал называется так, я надеюсь, вы оцените. А также у меня есть для вас еще один сюрприз. Самые внимательные, возможно, уже поняли, о чем я. Но о сюрпризе позже. А сегодня мы сделаем зацикленную анимацию текста и поработаем немного с изометрией. Я покажу 3 крутые идеи кинетической типографии. Они все очень простые, и нам не потребуются никакие плагины. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, кто еще этого не сделал. Ну а я не буду больше затягивать, и давайте скорее приступать. Первый мы сделаем вот эту композицию. Отлично. Добавим черный Solid Layer для фона. Создаем текстовый слой. Располагаем по центру и делаем прекомпоз. Супер! Теперь выбираем настройки нашей композиции и меняем ее размер. Окей. Сразу здесь же дублируем нашу композицию. Заходим в нее и меняем текст. Также располагаем по центру и теперь немного изменим размер композиции. Возвращаемся в нашу основную композицию и добавляем то, что мы только что сделали. Причем добавляем по 2 раза каждую композицию. Отлично. На все композиции мы добавим эффект Motion Tile. Этот эффект будет повторять нашу композицию целиком по выбранному направлению. Увеличу этот параметр. Отлично. Теперь сюда же добавим эффект Tint и поменяем цвета наоборот. То, что было белым на черное, а черное на белое. Из-за выбранного текста первая композиция немного не помещается. И кажется, что она съехала. Но на самом деле она по центру. Уменьшим размер до 88%. И чтобы ее не двигать, добавим эффект Offset. И сдвинем немного центр. Супер, но пока ничего не понятно. Теперь самое интересное. Создаем Null Object, чтобы было удобнее двигать все слои. Отлично, и теперь объединим наши композиции с ним. Заметьте, что теперь они все ссылаются на него. Делаем все слои в 3D. Для этого нажимаем на этот значок. Выбираем расположение камеры на Custom View. Как вы можете видеть, положение нашей композиции пока находится в одной плоскости. Но мы сейчас это изменим и сделаем из них квадратную трубу. Для этого настраиваем значения Position и Rotation у каждой композиции. Так, с этим справились. Можем покрутить немного то, что получилось. Уже с этим можно придумать кучу всего интересного. Но сегодня мы делаем что-то типа жалюзи. Поэтому возвращаем вид на Active Camera. Кстати, если вы хотите вернуть вид Custom View к стандартному виду, то идем во вкладку View и выбираем Reset 3D View. Отлично. Поместим Null Object в центр нашей трубы, чтобы вращение было корректным. Для этого параметру Z укажем значение 100. И теперь просто анимируем по X Rotation. Супер! И последний штрих. Сделаем нашу анимацию зацикленной. Выделяем все слои и делаем прекомпоз. Назовем композицию Line и добавим ее еще 2 раза в нашу основную композицию. И немного сместим вверх и вниз. И готово! Можем насладиться результатом. Второй мы сделаем композицию с вращающимся цилиндром. Я уже подготовила текстовый слой. Сразу сделаем прекомпоз и назовем просто Create. Изменим размеры композиции. Отлично.
Теперь на нашу композицию добавляем эффект Motion Tile и увеличиваем это значение до 2500. Но чтобы следующий эффект сработал корректно, нам нужно повернуть слой на 90 градусов и снова сделать прекомпоз. Назовем теперь Create Tile. Окей. И теперь уже на эту композицию мы добавляем эффект CC Cylinder. Выберем интересное положение для нашего цилиндра. Отлично. И теперь добавим движение. Для этого анимируем поворот по оси Y. Также очень простой, но довольно залипательный эффект получается. Ну и переходим к третьей части, с вращающимся кубом. Я заранее подготовила композиции с текстом, так как мы это уже делали с вами ранее, и чтобы не занимать время. Здесь у меня 6 композиций с выбранным мной текстом, 3 черно-белые под цифрой 1 и 3 цветные под цифрой 2. И у каждой композиции я уже изменила размер. Для того, чтобы добавить эффект Motion Tile. Собственно, его мы и добавляем на композиции под номером 1. И везде выставляем одинаковое значение для этого параметра. И чтобы удобнее было управлять этим кубом, также добавляем Null Object. Делаем их 3D слоями и связываем все слои с ним. Отлично. Теперь так же, как и в первом примере, располагаем наши слои в пространстве. Меняем вид камеры и меняем размеры Position и Rotation. Уже выглядит круто. Меняем назад вид. Теперь, анимируя поворот Null Object, мы получим нужную нам анимацию. Выставляю ключи. Супер! Чтобы смотрелось интереснее, я еще анимирую параметр Scale, размер. Также выставляю ключи. Так, и теперь скроем из видимости боковые грани куба, когда они нам не нужны. Отлично. И вот что мы получаем в итоге. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Если так, то обязательно поставьте ему лайк. Если нашли что-то полезное для себя, то обязательно подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. И теперь сюрприз, который я вам обещала. У меня появилась страничка на Patreon. Ссылку на нее я оставлю в описании под роликом. Там вы уже можете найти все файлы этого проекта и кучу интересных активностей. В ближайшее время там появятся все файлы проектов, которые вы уже видели на канале. И даже будут эксклюзивные моменты. В общем, всех, кому это интересно, я приглашаю на мою страничку на Patreon. Будет весело и интересно. И как обычно, если остались вопросы, то пишите все в комментариях. Я все читаю и всем стараюсь ответить. Ну а мы увидимся с тобой уже в следующем видео. Пока-пока.